Всем привет, вы на канале DoubleDog, меня зовут Александр Игнатенко, и сегодня мы будем добывать ретро-дроп от Starknet. Погнали! Итак, минуточка, внимание, вхождение в процесс. Что такое ретро-дропы? Проекты, метод дистрибьюции, раздачи своих токенов не так давно на самом деле начали видоизменять, потому что ICO не работает. Там то регуляция, то флипперы и так далее и тому подобное. И плюс ты не получаешь самого важного для проекта комьюнити. Потому что проект, вот тот же Starknet, он собрал, представляете, 282 миллиона долларов с различных фондов. И им уже вот эти 10-20 миллионов от нас, с вами, обычных хомяков, не нужны. Им от нас надо только комьюнити, чтобы Гнат потом зашел на дефилам и сказал: о, арбитрум вот такое ТВЛ, такое количество протоколов, пользователей и так далее. Поэтому проекты начали говорить, что за то, что вы у нас там пользуетесь вот в стадии, пока нету токена, или там в тестнете, или в каком-нибудь еще, мы вам насыпем токенов ретро-дропом. Ну, наше дело в этой ситуации сказать, ну, что поделать, будем пытаться откусить кусок пирога. Итак, сам Starkware вообще оценивается в 8 миллиардов, но это не совсем блокчейн, это как бы экосистема, да, а Starknet, наверное, оценивается, кроме Starknet, у него там другие продукты есть, а Starknet, наверное, оценивается в 3-4 миллиарда, здесь очень приблизительно, но надо понимать, что деньги есть, и, возможно, дроп будет тоже хороший, как бы, на самом деле, даже 200 миллионов дроп, если раздадут, это, в моем понимании, очень-очень приемлемо. Для начала вообще что надо? Starknet — это немножко другая сеть, не EVM, поэтому качаем кошелек Bravos, либо Argent X, мне лично нравится Bravos, я его скачал, очень удобный, напоминаю, что все ссылки в описании. Bravos, вот, собственно говоря, начинаем пользоваться. Первое, что мы делаем, ребята, это вообще у нас тут денег там нету, собственно, на Starknet, поэтому что официальный мост? Это всегда, это обязательно, я вообще считаю, что без этого дроп могут не дать. Ладно, шучу, конечно, условий будет, наверное, много, одно из них, наверное, будет под мостом. Подключайте свой кошелек эфировский, подключайте свой Starknetовский уже Bravos, это все просто делается, вверху справа кнопки, их за моим лицом не видно, но там просто в 2 клика все присоединяете, ничего нового. И нажимаете трансфер. Собственно говоря, это вот официальный. Обратно выводить через L1 не надо, но можно просто задепозитить, а потом уже там крутить и не тратить деньги на комиссию, потому что здесь комиссия в районе $3. Ну, как бы на самом деле сейчас такой гвей дешевый, что все вот эти ретроактивности очень дешево, поэтому я говорю, я специально их записываю осенью. По Starknet я на 95% считаю, что не было еще никакого снапшота, и у нас все впереди. Надо понимать, что вот эти ретро-дропы придется какое-то время вам покрутить, проверять активность. Может быть, посадить людей, воркеров, как называется сейчас, офисы, сейчас все на этих ретро-дропах, ну, посмотрим, чем это все закончится. После завершения трансфера, когда вы нажали трансфер, надо будет зайти, потом еще заклеймить все здесь же, то есть это происходит процесс не моментальный, надо будет заклеймить эфир, поэтому я вот на видео это сделал предварительно. Второй по важности мост — это арбитр. Здесь то же самое, он является связующим звеном между всем тир-1 проектами, включая тестнеты, и в нем стоит отдельно гонять транзакции объемы. У меня, к сожалению, плохо работает цветокор, но вы, я думаю, все видите, какие здесь есть сети, и, конечно, гонять можно между Base, между ZK Syncera, Linea и Starknet. Все транзакции крайне дешево стоят, и туда-сюда гоняете. Тут надо очень важный момент понимать, что, ребят, смотрите, то, что вы гоняете между сетями, это одно, а еще есть объем транзакций внутри самой сети, потому что по факту, если мы, ну давайте, 10 тысяч долларов перевели с эфира в Starknet, а потом со Starknet в ZK Sync, а потом в Linea, мы вроде как попользовались бриджами, но внутри самих сетей объемы не набивали. То есть мы завели просто деньги вот на Starknet, потом, например, завели на ZK Syncera, Linea, и у нас еще и другие проекты, мы под другие условия дропа можем попадать. Поэтому обязательно пользуйтесь непосредственно арбитрумом и гоняйте транзакции с одного в второе. Далее нам надо что? Нам надо, конечно же, можно воспользоваться еще Layer Swap. Тоже я вот воспользовался, вот я провел транзакцию. Здесь можно из арбитрума в Starknet выгонять, и тоже транзакция стоит меньше $1, видите, 0,001 эфира. На самом деле достаточно дешево получается, с этим проблем нету. Тут единственное, что напоминаю, что на кошельки надо заводить деньги непосредственно там с Binance, например, потому что на них есть Starknet тот же, туда можно завести, либо там на арбитрум, а потом с арбитрумом уже себе закинуть на Starknet. Советую всем пользоваться этим. В Binance появились субсчета, кто не зарегистрирован на Binance, ссылка внизу в описании, там будут большие скидки на торговые комиссии.
важный момент, чтобы вас не порезали, нельзя выводить с нескольких кошельков на один адрес биржи. То есть, когда вы прогрели кошельки, нельзя потом на один адрес. Обязательно на разные, иначе вас свяжут, и вы будете сибилом, мультиакером, и вас забанят. Проекты кое-как доборются с вот этими мультиакерами, с сибилами, так что не пропустите. Напоминаю за лайк и подписку за этот контент, если он вам нравится. Теперь у нас ситуация какая? Мы уже раскидали по различным сетям, и нам надо что? Нам надо накручивать объемы, ребят. Нам надо накручивать объемы. Ну, как бы я для этого выбрал самый простой момент. Вот я захожу на JD-Swap, здесь эфир меняю на USDC, уже как бы воспользовался вот этой свапалкой. А дальше я захожу на Seed Swap. Дальше вы можете, конечно, попробовать и Авну, и вот вообще список, опять же, дексов различные есть, везде импакт 0,02% на объемы до $1000. Самое лучшее, как по мне, как наша команда советует пользоваться вот seedswap.com, где выгонять USDT на USDC. Вот получается с 1000 USDC мы получаем 1050 USDT, 1000.50, да, то есть чуть-чуть дальше больше. И обратно то же самое. То есть в целом мы тут без импакта меняем, и вот это все делаем абсолютно просто. Вот как бы, опять же, тут единственное, что у меня очень темно, но думаю, никому это проблем не вызывает. Вот я специально делаю транзакцию прямо при вас. Непосредственно ощущение, что мы наконец-то уже какой-то есть в этом блокчейне, потому что одно время Starknet был тормознутым, я даже не мог записать видео, но апдейт произошел, и вот сейчас уже есть какие-то, на самом деле, изменения в этом отношении. Вот как, кстати, выглядит Starknet. Можете всегда зайти в Bravos, нажать кнопку, и он покажет вам транзакцию, которую вы хотите посмотреть, как у вас там происходит обмен. То есть у меня уже все, у меня тут еще не обновилось, не знаю почему, но у меня уже вроде как появился тезер чуть-чуть позже. Ну, в любом случае, это всегда можно вернуться и доменять. Здесь как бы все происходит не так, может, быстро, как нам с вами хочется. Далее у нас NFT. Это вообще бесполезная абсолютно трата времени, и меня, если честно, бомбит, что мы с утра до ночи должны брать и минтить NFT-шки, что покупать. На самом деле есть два маркетплейса, которые, по крайней мере, я знаю. Это Flex. Вот здесь вот цена, на него можете зайти, FlexingGG. Здесь как-то попроще у меня в этом отношении создалось впечатление, что делать, если сравнивать с Unframed, потому что на Unframed это вообще непонятно, и здесь как транзакции, ну, по $19 NFT-шки не хочется покупать. На Flex это все проще сделать, потому что здесь вот 0,00017, берете, покупаете, потом ее просто берете и выставляете свою непосредственную NFT-шку. Тут огромное количество, их вот можно просортировать. На Unframed я говорю, честно говорю, даже не нашел. Смотрел на этот marketplace, у них тут все coming soon, и NFT-шки не нашел. Ну, так бесполезная штука, но, видите, мы понимаем, что, возможно, они дадут тем, кто покупал NFT. Поэтому, конечно, NFT приберегать тоже нельзя. Далее DeFi. DeFi это thecaland.com. Сначала закидываете supply свой, берете эфир, например, закинули supply, а потом берете под это дело какое-то количество USDC и можете на USDC гонять. Купить USDC, продать, купить. После чего обратно вернуть USDC и закрыть свой как бы долг. Вот я в этом случае заложил один эфир, чтобы можно было брать USDC, потом из USDC покупать USDT, потом USDC, набрать объем, вернуть, и таким образом я и DEX попользовался, и объемы накрутил. В общем, несколько дел одновременно делаешь. Это тоже как бы очень важный пункт в том, чтобы вы получили ретро-дроп. Дальше доменные имена. Тут заходите на Stark ID, нажимаете Choose, собственно, Choose Start Domain. Здесь единственное, что надо написать не так коротко, как я написал, а вот, ну, например, 8 символов, сколько я помню, Double Top 2, давайте, вот. Double Top 2, и у вас транзакция будет стоить на 1 год 0.09. Опрувните его и делайте его основным. То есть тоже очень все просто. За доменные имена в теории могут давать тоже дроп. Это может быть критерием для увеличения вашего дропа. Так, итак, теперь какие-то небольшие лайфхаки. Это самые дешевые транзакции сети, потому что транзакции, ну, наверняка на аккаунте должно быть хотя бы штук 20, для того, чтобы вы были активны, ну, чтобы кошелек был не просто, знаете, сделал 2 транзакции и сидишь, думаешь, получишь ли дроп. Поэтому вы заходите на Mail, Gmail Inbox, здесь подключаете свой кошелек, дальше заходите на пресейл и вбиваете, опять же, что вы хотите сделать. Вот тоже 7 символов, чтобы была бесплатный минт. Нажимаете, Double Top 7, вот я нажал, если его не находит, ага, уже нашло, окей, и минтить его абсолютно, вот Lock and Buy, стоит это 8 центов, вы можете вот, у меня вот все, я уже могу минтить за 8 центов, у меня появляется доменное имя doubletop8@dmail.ai, и после чего отправляем mail на почту, домены или прямо на кошельки, то есть адрес кошелька .эфир, или там
просто gmail.com в сети Startnet за 7 плюс-минус центов. То есть это вот заходите в Compose и здесь вот можете отправлять на различные адреса. Это все будет как транзакция по 7 центов. То есть на самом деле тоже интересно. Мы продолжаем дальше гонять, по сути дела, вот эти бесполезные транзакции, чтобы не выглядеть сибилами, чтобы выглядеть настоящими живыми участниками сети. Да, ребят, мне тоже это в целом как концепция не очень нравится, что мы бесполезные транзакции делаем и надеемся, что она насыпет. Но сейчас такие реалии, а наши реалии заработать с вами денег, поэтому поставьте лайк этому видео и погнали к последнему пункту. По поводу вот простоты и дешевизны транзакций набора, есть еще такая штука Gold2.io, Infinity, тут нажимаете Evolve, и у вас прокачиваются таким образом транзакции, по сути дела, практически тоже бесплатно. Тут есть, конечно, момент достаточно интересный. Ну, это вы делаете для того, чтобы, если вам не хватает транзакций, если вам e-mail не хочется пользоваться, можете через GoL2. Также напоминаю, что ситуация показала, что с недавним минтом NFT от Startnet некоторые сайты могут трекать ваши данные, поэтому они могут собирать информацию о вашем устройстве, информацию о вашем часовом поясе, ваше IP и взаимодействие даже с сайтом, даже прокруты и клики. То есть это если они будут жестко регать сибилом. Поэтому, если не хотите попасть на такие уловки и максимально себя обезопасить, подумайте над прокси антидетект браузером. Я уже рассказывал про это на стриме, про дропы. Что мы можем советовать по антидетект браузеру? Это непосредственно Dolphin Anti. Вот он внизу тоже будет в ссылках. Пользуйтесь этим и можете наращивать свою ферму. На Startnet еще далеко не поздно. Мне кажется, можно делать 1000 аккаунтов. Я лично знаю людей, которые прям очень сильно это абузят. Поэтому надо этим заниматься. Я говорю, вот, все эти действия на самом деле достаточно простые. Я их сделал, не знаю, минут за 40. Вот мой кошелек. Тут можно посмотреть, что я вообще поделал, какие у меня тут транзакции были. Непосредственно посмотреть, получу или нет. Это плюс-минус. Вам будет то, как надо делать. Осень, самое время потрудиться, покрутить аккаунты. Если вы все время откладывали, то вот сейчас, все еще говорю, не поздно. Layer Zero уже поздновато делать, но Startnet, мне кажется, почему бы не сделать, тем более все так просто. Startnet за кассин берете, крутите по 10, по 20 аккаунтов. И напоминаю, раз в 2 недельки делать какую-то еще одну бесполезную транзакцию с всех своих аккаунтов, чтобы аккаунт не считался мертвым. На этом все, с вами был Гнат, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будет много еще контента и помните, мы в преддверии нового булрана. Пока!